Привет всем! Еще весной я купил вот такой вот набор. Покупка была скорее импульсивной. Хотелось что-то большое, необычное и функциональное. А линейка техник в настоящее время мне мало интересна. В ней сейчас практически одни машины, да еще и от техника там часто только система сборки. У меня, конечно, есть несколько неплохих наборов последних лет, например, вертолет и вездеход-трансформер, но только этого мало. В итоге было куплено и не без труда доставлено домой на поезде вот такое вот чудо. На момент моей покупки это была самая большая коробка в моей коллекции. У меня не осталось коробки от экскаватора 42-100, но, кажется, там коробка была поменьше, хоть деталей в ней было побольше. В итоге коробка пылилась на полках все лето, хотя летом я собрал предшественника этого набора, роллер-костер за номером 10261. Советую глянуть мое видео про него, здесь я буду на этот набор периодически ссылаться. А теперь добрался вот и до следующей итерации американских горок от Lego. И вот собрал я набор, сел накидывать черновик сценария к этому ролику, и уже сходу я сделал пометку о том, что набор оставляет неоднозначные впечатления. Но по ходу производства этого ролика я передумал. Пока я снимал оставшиеся футажи, этот набор я начал ненавидеть прям таки. Набор старается выглядеть такой вкусняшкой, но по факту остается такое послевкусие, что шампанским вы его не перебьете. Давайте же изучим все по порядку. Нас встречает огромная коробка, на которой есть достаточно много информации. Правда, легко такую коробку в руках не покрутишь. На коробке можно найти несколько приятных изображений набора и немного полезной информации. Например, габариты собранной конструкции. Кстати, размеры модели прикольно обыграны в дизайне. Макушка модели на лицевой стороне коробки заходит на соседнюю грань. Это прикольно. Ну, или следствие стандартизации коробок в Lego. И, конечно же, на себя обращает внимание пометка 18+. Очередной набор для состоявшихся личностей. И состоятельный, ведь за 3700 деталей просят аж 400 евро. Ну или долларов. Иначе говоря, даже если вы знаете легкий способ заработать 300 баксов, этого вам будет явно недостаточно. Также на коробке есть деталь, которая ввела меня в заблуждение. Это метка Powered Up и картинки с электрикой. Я особо не думал. Мне казалось, что набор за такие деньги должен содержать моторчик в комплекте. Ведь у меня уже были разные наборы, например, 42-100, в котором было аж целых 7 моторов и 2 дистанционно управляемых хаба. И он в свое время продавался всего на $50 дороже, чем сейчас вот эта вот вся лупа. Да и к тому же за мотором и безмозглым блоком питания Lego просит вас пройти в официальный магазин и прихватить с собой порядка еще 80 баксов или евро. Так что электрики в коробке не ищите. А что же тогда стоит искать в коробке? В коробке мы найдем еще коробку, пакеты с деталями и инструкцию в конверте. Коробка, кстати, тоже содержит пакеты с деталями. Таким образом, можно в прямом смысле купаться в деталях. При общем взгляде на детали явно вырисовывается цветовая гамма набора. Сочетание темно-синего и желтого цвета довольно-таки приятно. Ну и на самом деле он не желтый, а Bright Light Orange. Даже не знаю, как это лучше обозначить на русском. Наверное, насыщенный светло-оранжевый. Главное, что смотрится хорошо. Инструкции наклейки в нормальном состоянии. Но есть вопрос к формату инструкций. Не очень удобно работать с такой толстой книжкой. Например, в обзоре маяка, который по размеру заметно меньше. Инструкция была разбита на две части. Ну и более старые наборы легко могли похвастаться пачкой инструкций, что было несомненно удобнее. Ну, например, сходу вспоминается кран 42009, который имел аж 5 тонких книжек. И мне было его очень удобно собирать, несмотря на размеры этого крана. Ну и еще немного подушню про размер коробки. Вот такую картину я получил, когда сложил детали в коробку, отсортировав их по шагам сборки. Это, к слову, о том, почему мне кажется важным говорить о том, насколько заполнены коробки в больших и маленьких наборах. Ну и дальше у нас идет сама сборка. Всего тут у нас 15 шагов. На первом этапе мы получаем большинство мини-фигурок и несколько сервисных и декоративных построек. Мне, конечно, больше нравилось, когда все это было интегрировано в парк. Вообще не люблю, когда у набора есть какие-то мелкие части, которые не имеют фиксации с основным набором. Но справедливости ради, это дает обычно больше простора для игры. Но в данном случае это скорее просто экономит на деталях основания для парка. За первые 5 этапов мы получаем основание с заготовками под монтаж всей конструкции и декоративные элементы. Сборка напоминает аналогичные этапы из набора 10261, но при этом она явно приятнее. Тут и размер основания поменьше, и многие мелочи оптимизированы. Например, используются зеленые детали разных оттенков, и появились вот такие вот сдвоенные детальки. Дальше начинается монтаж мертвых петель и примыкающих к ним участков трассы. Этот этап тоже интереснее, чем аналогичный в 10261. Там была куча
куча однообразных на первый взгляд опор, и это сводило с ума. Здесь этих опор радикально меньше, и они менее однообразны. Ну и сами петли достаточно интересно собирать, они отличаются друг от друга, ну и все-таки это не вот куча однообразных полозьев в прошлом наборе. Начиная с 8-го этапа мы собираем несколько продолговатых элементов для вертикальной части набора. Как я понял из отзывов и разных обзоров, кое-кому не нравятся эти этапы, но у меня они не вызвали никаких вопросов или сложностей. Да, процесс немного монотонный, но при этом все-таки разнообразие есть. Все колонны имеют свои отличительные особенности. Правда, у меня тут есть очередные претензии к конструкции. Пихать такие большие штуки на один лист — откровенная недоработка и халтура. Очень неудобно ориентироваться. Можно было сделать модульную конструкцию, которая бы собиралась и укреплялась постепенно. Можно было бы все это развернуть на 2 листа. Можно было нарисовать всю конструкцию целиком и при этом вывести в отдельных плитках увеличенные узлы, в которых что-то меняется. Отдельная проблема инструкции, направляющей для вагонетки, сложилось впечатление, что у многих возникли сложности со сборкой цепи из 255 деталей. Мне кажется, тут ничего сложного нет, нужно просто собирать цепь секциями. Я, например, собирал отрезками по 5 звеньев, потом по 10 и никаких ошибок. Но это все при том, что я уже имею приличный опыт сборки разных наборов, например, гусениц и зубчатых рейк в стрелах кранов, да и опыт работы руками в рукоделии, там и на заводе у меня тоже хороший. Но вот другой момент меня таки смутил. Почти метровая вертикальная конструкция, направляющая для тележек, очень плохо закреплена в процессе сборки. По сути, эта здоровенная биба держится всего на 12 обычных лего-пупырках выступающих. Она никак не усилена или хотя бы временно не закреплена. А еще ее очень легко вывести из равновесия неосторожным движением. Учитывая, что это не набор дупла для игры в детском манеже, а набор для взрослых и успешных людей, то весьма вероятно, что у взрослого и успешного человека на столе есть что-то ценное. У меня, например, ноутбук и монитор с суммарной ценой в десяток таких наборов, и мне не очень бы хотелось увидеть эту конструкцию, рухнувшей на какой-нибудь из моих экранов. Поэтому пришлось предохраняться при помощи резинки денежной. После покупки этого набора у вас точно должна остаться такая пачка наличности. И на завершающих этапах мы собираем тележку для подъема вагонеток и всю оставшуюся механику, которая, к слову, ничего особо сложного из себя на первый взгляд не представляет. Хотя несколько интересных моментов, конечно же, есть. Итак, набор собран, давайте посмотрим, чего у нас получилось. В приземленной части нас встречают вход и тропинка в кассово-посадочную зону, но мы, конечно, собрались здесь не ради этой вот фигни. Нам интересно, как работает вся вот эта чертова махина с мертвыми петлями. В первом приближении работает все это так: довольно долго крутим ручку для подъема и частично для спуска вот этого вот лифта. Вообще все двигает нас к тому, что стоит последовать инструкции и воткнуть в этот набор мотор. В наборе предлагается использовать обыкновенный безмозглый блок, который в официальном магазине стоит как некоторые средние наборы. Кроме того, становится грустно, когда понимаешь, что нам предлагают моторизацию, но не предлагают ни крепления для батарейного отсека, ни какого-либо переключателя для этого блока. Хоть мотор крепят на 2 пина, уже на этом спасибо. Мне повезло, и у меня совершенно случайно завалялось немного электрики, и я сэкономил себе 80 евро. С мотором этот аттракцион ощущается заметно веселее. Механизм явно рассчитан на работу с мотором, можно сделать вывод об этом по длине широкого сегмента цепи. И мы пришли таким образом к более подробному разбору механизмов. Как мы уже заметили раньше, цепь у нас не совсем простая. Кроме сегментов цепной передачи, в нее входят еще и детали маленьких гусениц, которые прекрасно стыкуются с деталями цепной передачи. Но при этом гусеницы значительно шире, чем цепь. В направляющей балке и в подъемнике у нас есть пазы. Мелкие сегменты спокойно проходят через пазы и в балки, и в подъемнике, а вот широкие сегменты проходят только через балку. И тем самым они цепляют люльку и тянут ее вверх до сегмента балки, где цепь уходит на обратную сторону этой самой балки. Количество широких сегментов подобрано таким образом, что подъемник провисел достаточно долго для схода состава на путь. Ну а потом люлька опускается под действием гравитации, но если бы мы просто ее сбросили вниз, вряд ли бы она была многоразовой. В том, чтобы она спускалась плавно, как ни странно, нам тоже помогает гравитация, а именно система из 2 блоков и противовеса. Во-первых, он замедляет спуск своим весом, но во-вторых, за счет того, что он расположен на рельсах, аналогичным тем, что используется в наборе, его движение замедляется и стабилизируется. В целом механизм очень неплохой, но, как и много в этом наборе, он не идеален. Это тот случай, когда на работу механизма явно стоит посмотреть со звуком. Да,
Это больше похоже на забивание свай. И кажется, что такой жесткий удар является одной из причин деформации в конструкции, о которой я упомяну позже. В целом данная проблема может быть заметно нивелирована парой-тройкой гибких коннекторов, например, которые, кстати, используются для храпового механизма в противовесе. Я же пробовал играть с массой противовеса. Это работает, тележка опускается более плавно, но все равно делает это с достаточно большим ускорением, и полностью избавиться от эффекта молотка мы не можем. И это меньше из проблем механизмов этого набора. Ну ладно, пока перестанем душнить, не все в наборе так плохо. Давайте посмотрим на приятные моменты. Если подъемный механизм не разваливается, то мы можем понаблюдать за очень увлекательным броском тележки через две петли, и это выглядит реально круто, хоть и очень резко. Ну, как часто бывает, кульминационный момент длится всего несколько мгновений, и снова приходится ждать, пока механизм поднимется. Если сравнивать впечатления с набором 2018 года, тут все явно интереснее. Хоть и момент с работой подъемника может показаться нудным. Ну и, кстати, о подъемнике. Минутка физики. Мы поднимаем тележку на высоту около 75 сантиметров, вес тележек без фигурок около 40 грамм. Тем самым мы запасаем потенциальную энергию около 0,3 джоуля. С фигурками будет немножко больше. Но и основная часть этой энергии уводит на то, чтобы наши тележки проскочили через обе петли и вернулись на исходную позицию. В целом, можно задуматься, а можно ли каким-то другим образом сообщить тележкам подобную или большую энергию без использования лифта, ну, например, механизмом вроде катапульты. Как-нибудь об этом порассуждаем, возможно. Ну и напоследок можно заглянуть в киоск, конструкция которого с одной стороны вызывает восхищение. Для создания свода крыши, например, использованы рельсы, что очень необычно и футуристично все выглядит. Но при этом тут достаточно много плохо закрепленных элементов, да и сам киоск стоит не очень устойчиво. По непонятной причине конструкторы набора искусственно уменьшили количество точек крепления. Но если не смотреть на эти мелочи, то в киоске есть несколько забавных мониторов с фото в момент прохождения петли. В наборе, как у его бати, тоже есть камера, которая, кстати, тоже очень фигово закреплена. И тут бы подводить итоги, но по сказанному в начале и по ворчанию, размазанному в остальной части видео, можно догадаться, что к набору есть вопросы. И я уверяю вас, их куча. Сейчас я начну говорить о все более серьезных недостатках, которые вылезли во время игры с набором. Я даже периодически сомневался в своей криворукости, и в какой-то момент я решил сходить на сайт Lego, глянуть отзывы, и оказалось, что я не один такой. Среди множества положительных отзывов можно найти заметное количество как более прохладных, так и вовсе досадных. И я сделал для себя некоторые обобщения, я буду на них чуть позже ссылаться, что же не понравилось самому мне сходу. Ну, во-первых, это ошибки в инструкции, местами перепутанные мелкие шаги в подсборках, при том, что я не самый наблюдательный сборщик. Недоработанность инструкции в общем. Есть моменты, которые можно показать лучше, а в некоторых местах прям вообще похоже на какую-то фанатскую самодел. Незакрепленная в процессе сборки метровая палка, да и по итогу сборки эта палка тоже закреплена прям вот посредственно. Мелкие элементы в ряде мест тоже закреплены плохо, плюс мало запасных деталей. Я, конечно, понимаю, что у Lego там есть какая-то магическая статистика, на основе которой они решают, чего и сколько положить с запасом в набор. Ну, например, после маяка у меня осталось деталей, по-моему, даже больше, чем после этого набора. Ну и, например, почему в Lego решили, что я не могу потерять, например, листочек из дерева или маленькую треугольную плиточку, прям вот решительно непонятно. Ну ладно, это может быть придирка небольшая, а вот то, что у лифта, например, отсутствует амортизация, это прям сразу в глаза бросилось, даже до того, как вылезли основные косяки. Еще мне в глаза бросилось то, что у нас нет посадочного стопора. Вроде бы мелочь, но прям реалистичность набора сильно падает, то есть даже там не про какую-то суперреалистичность речь идет, а банально про то, что нет возможности посадить фигурки на платформе. То есть у тебя вагонетка останавливается или до платформы, или уже за счет стопора механизма подъема, что как бы тоже не очень удобно. Ну и последний момент, это дороговизна моторизации. Тут, конечно, можно спорить, но как будто бы для Lego ничего не стоило положить в набор такой дорогой батарейный блок и мотор. Мы знаем, что себестоимость этих деталей ощутимо ниже, чем в официальном магазине Lego, и я думаю, что в наборе за $400
владельцев Лего по-прежнему заработал бы хорошие деньги, даже если бы они потратились на мотор. Если смотреть на отзывы на сайте Лего, то из объективного больше всего ругают работу подъемного механизма и монотонность его сборки. Сборка цепи, безусловно, требует опыта, которого может не быть у пользователей, которые сложными механизмами не интересовались. Тут, безусловно, могли бы помочь пояснения в инструкции, что лучше собирать секциями и проверять стыки на прочность. Но нет, нам просто рисуют звено цепи и говорят: повторите 222 раза. Удобно. На качество работы механизма может влиять и плохо собранная цепь, так это что башня нестабильная, имеет свойство отваливаться. Ну и лишние звенья в цепи могут ослабить натяжение и привести прямо к фатальным проскальзываниям или вообще неработоспособности лифта. А в сочетании с серьезными деформациями, которые в башне все равно рано или поздно возникают, это будет приводить к тому, что лифт будет опрокидываться и отваливаться до того, как тележки вообще успели сойти с этого лифта. Об этом тоже много пишут, кстати говоря. С рельсовой частью у людей тоже бывают проблемы, но тут, скорее всего, вся беда в неаккуратной сборке. Я, на самом деле, тоже ждал, что на каком-то из стыков у меня будут проблемы после того, как я все собрал, но у меня все обошлось. Ну и для полноты картины я скажу, что проблемы с работой набора встречаются там не только на сайте Лего, а и в разных Лего-блогах, где снят уже опытные афолы. Ну и что меня еще удивило, даже в 5-звездочных отзывах, это максимальная оценка на сайте Лего, где люди восторгаются набором, порой встречают заметки, что да, иногда барахлит подъемник, типа кто-то просто считает это нормой. Кто считает, что это норма? Поднимите руку. У нас аудитория в коме. Вон у нас и мужчина, и женщина. Нет, нифига это не норма. Я очень долго пробовал разобраться, что же такое происходит с подъемником. Сразу в глаза бросается просчет конструкторов. Смотрим инструкцию, смотрим на реальную конструкцию. Да, детали не стыкуются кратно системы Лего, даже с учетом всех хитрых способов сборки. Я всегда радовался необычным способам крепления деталей в эксперт-наборах, но не тут. Я долго искал ошибку, но ее тут нет. Детали в верхней части очень удобно сверяются вот этой вот картинкой, которая нам дана здесь, кстати говоря, с другой целью. А нижние части столбов ставятся строго заготовленные места, и там промахнуться вот прям никак. Стал разбираться дальше. Попробовал замедленную съемку, и да, все сразу стало на свои места. Мы четко видим сразу две проблемы. Первое — это удар противовеса об балки, что приводит к деформации верхней части башни и рельсы, по которой движется противовес. А вторая проблема — это нить, которую вышибается шкива, даже если мы усилим крепление деталей на конце башни, например, как это сделал я, выборочная нить приведет к перекосам нагрузок и заеданию механизма. Да, на некоторых моих примерах груз поднят немного выше, чем это описано в инструкции. Это сделано намеренно, чтобы показать негативные эффекты наиболее явно и быстро. Например, в моем случае разрушение происходит примерно за 3 запуска. При положении груза, как в инструкции, все гарантированно разваливается раз так за 10. Например, такую же цифру я встретил в текстовом обзоре на сайте Rebrickable. Кто-то рекомендует опускать груз ниже, чем написано в инструкции, но мне тоже не помогло. Тогда лифт у меня поднимался недостаточно высоко, и тележки не сходили, а упирались в рельсы. Это происходило потому, что тросик начинал провисать, и, соответственно, не хватало натяжения порой совсем чуть-чуть, чтобы все работало адекватно. В итоге набор относительно неплохо работает, только после того, как я усилил крепление верха башни, нарастил противовес, добавил ограничительный валик для тросика и стянул ролики в подъемнике дополнительными деталями. Так он меньше болтается и лучше сопротивляется скольжению. Это все модификации на скорую руку, больше возиться уже просто не хотелось. Сейчас хочется от этого набора отдохнуть, и может попозже я смогу серьезно позаниматься. Набор формально относится к экспертной линейке, и, видимо, экспертность заключается в том, что пользователь должен дорабатывать набор самостоятельно. Большинство проблем решаются сравнительно просто. Нужно добавить несколько базовых для 2022 года техник деталей для усиления конструкции центральной направляющей в крайних точках. Самое смешное, что внешняя рама усилена вот именно таким образом. Может, стоило добавить в комплект еще несколько кирпичей для настройки противовеса, ну и пара резиновых уплотнителей в месте приземления явно могли бы улучшить дело. Для всех остальных мелочей тоже можно найти решение, но мы на это время тут сейчас тратить не будем. В итоге складывается впечатление, что дизайнеры просто не успели закончить набор и отдали его в производство в сыром виде. Просто в какой-то момент к ним пришли среди рабочего дня и унесли в производство неоконченный набор, прототип. В итоге мы имеем
Очень интересный набор, шикарные идеи и рядом интересных решений, но просто загубленный в хлам экономии на спичках. Все недостатки можно радикально исправить просто несколькими часами работы специалистов. На фоне проделанной работы это прям кажется смешным. Набор, который в полной комплектации обходится почти в $500, позволяет себе недостатки, свойственные полибэгам за 5. При этом у полибэгов резонное оправдание все-таки есть. Удручающее впечатление вперемешку с восторгом. Ощущение, что, играя на любви к бренду и к интересным сложным моделям, мне впарили сырой продукт, на который еще и цену задрали. Этот набор прям вот подрывает доверие к дорогим функциональным моделям. Еще какое-то время назад, например, я хотел купить себе кран 42-146 Liebherr за 700 евро, но после этого набора я прям с большой осторожностью буду тащить в свой дом большие коробки с лейблом Lego. Ну и самое печальное тут, наверное, все-таки то, что, скорее всего, леговцы сделают вывод, что чертовы казалы в свои 18+ лет не в состоянии собирать сложные наборы и пойдут в сторону дальнейшего упрощения. Ну и удорожания, конечно же, само собой. Будут вам Титаники, Колизей и техник машинки без шестеренок. От окончательного выпадения в осадок меня спасает только то, что деньги на набор я потратил почти полгода назад и не ощущаю всей боли от растраты. В осадок я выпаду, когда наиграюсь, и нужно будет куда-то его поставить. Метровых полок у меня сейчас нет, да и даже на шкафы он не входит. Видимо, придется им рыть в платяном гардеробе вместо домового. Ну и давайте в конце обзора закинем ложку меда. Все-таки, если следить за состоянием конструкции или заняться доработками, набор прикольный. Неплохим вариантом будет купить его по каким-то скидкам или подождать, пока его кто-нибудь на вторичке отдаст за половину цены или меньше от отчаяния. В конце концов, это неплохой ресурсник, если у вас есть план на рельсы, а кроме рельс тут еще и много разных базовых деталей, кубики, плейты, тайлы, ну и конечно же проверяйте, может быть все это можно проще нам купить на Бриклинке. Ну и в прошлом наборе у нас была чайка в виде такого мини-маскота, а тут ей на смену пришла белочка. Так и запишем. Дизайнеры этого набора словили белку. Ну а на этом мы с вами будем прощаться, пишите свои пожелания, вопросики, до скорого!